Здравствуйте! В этом выпуске я покажу, как просто, но оригинально покрасить пасхальные яйца. Есть очень много способов, от самых простых до более сложных вариантов. Краску для яиц можно приготовить в домашних условиях. Что очень важно, рисунок такой краской не стирается и не пачкает пальцы. Все яйца у меня окрашены по-разному, но они все в одной тональности и, на мой взгляд, оригинально смотрятся вместе. Для окрашивания выбирайте яйца с белой скорлупой, так как белая скорлупа окрашивается в любой цвет. Чтобы яйца не трескались, их заранее нужно выставить из холодильника и оставить, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. И только после этого мы можем их варить. После того, как яйца сварятся, обязательно положите горячие яйца в очень холодную воду. Это также способствует хорошему очищению яиц. Ну и непосредственно перед окрашиванием лучше яйца слегка протереть. Сейчас очень много разных видов окрашивания, методов, стилей. Вот, к примеру, такое яйцо я окрасила с помощью ватных палочек и тонкой кисточки. Для этого мы используем пищевой краситель. И сюда я добавляю не воду, а уксус. Краситель разводим с уксусом. Вот, и теперь с помощью обычной ватной палочки, вот смотрите, как легко можно рисовать разные цветочки. Рисуем лепестки. Мы сначала наносим светлые тона, а после этого можем добавлять более яркие или более темные. Вот, можно пройтись по нескольку раз краской, если недостаточно цвета. Сразу же протираем чистой ватной палочкой, то есть другой стороной. Вот снимаем всю влагу краски. Основу я нарисовала лавандовым цветом. И теперь немножко добавлю к лавандовому розового. У меня получится фиолетовый или сиреневый. Вот, цвета можно смешивать. И когда мы наносим другой цвет, у цветка сразу меняется вид. Данный рисунок чем-то напоминает акварельный стиль, но я буду использовать еще тонкую кисточку. Вот смотрите, буду тонировать. У основания цветка у нас будет более темная область, поэтому делаем вот тонкой кисточкой, дорисовываем цветок. Не обязательно обрисовывать целое яйцо цветочной композиции, достаточно сделать красивый рисунок с одной стороны, то есть с лицевой стороны, который мы потом будем класть в корзинку, и я думаю, этого будет достаточно. В принципе, если у вас нет возможности, времени сидеть и красить долго яйца, то можно оставить окрашенное яйцо вот в таком виде, тоже неплохо смотрится. Но я добавлю еще немного других тонов, желтый, и немножко добавлю розового, сделаю некоторый акцент и пройдусь еще по точкам, тоже желтым цветом, и у нас получится такой зеленоватый оттенок. Или, к примеру, еще другой вариант. Можно окрасить яйцо немножко по-другому, нарисовать другие цветы вот такого плана. И вот маленькие цветочки, это нарисованы тонкой кисточкой. Я сейчас покажу, как оно делается. Соцветия разными тонами. Просто ватной палочкой наносим, вот как бы ставим точки. А вот этот вариант еще более легкий. И его окрасить еще проще. Для этого нам нужно взять обычный пластырь, который продается в аптеке, тонкий. Намотать пластырь можно в любом направлении, как вам нравится, поперек или вдоль. После этого разводим пищевой краситель с водой. Я взяла тот же лавандовый. И сюда добавляем, я добавила 1 чайную ложку уксуса. Вот, теперь окунаем яичко в эту краску буквально на 30 секунд. И видите, краска моментально цепляется. Ставим на салфеточку и вытираем. В итоге у нас получился вот такой рисунок. Там, где был пластырь, у нас остаются белые полоски, а все остальное красилось. Вот снимаем пластырь. Можно оставить яичко просто так. Но я здесь еще дорисую такие мелкие цветочки. Дотрагиваемся кисточкой к яйцу, ставим отпечаток. Сначала делаем навхрест
4 отпечатка. И после этого идем по кругу. Вот, у нас получается такой мелкий маленький цветочек. Ну, тоже оригинально. Ну и, наверное, самый простой способ, который вообще не занимает много времени, это мраморные яйца. Вот берем вареное яйцо, заматываем в салфетку и наносим любой краситель, разведенный с водой, с добавлением уксуса. После чего оставляем яйцо на минут 5, чтобы краска хорошо впиталась. И вытаскиваем его из салфетки. Делаем вот такие потертости, чтобы тон был неравномерным. И вот у нас получится вот такое мраморное яичко. Ну что ж, надеюсь, что мои советы вам пригодятся. И у вас получатся самые красивые пасхальные яйца. От себя хочу поздравить вас всех с наступающим светлым праздником Пасхи. И пожелать всем нам самого главного – любви, мира и добра.